Всем привет! Как мы помним, 13 октября 2021 года компания OnePlus провела конференцию по запуску нового продукта. На ней был представлен отличный, на мой взгляд, флагманский смартфон OnePlus 9 RT. И одновременно с ним были продемонстрированы беспроводные наушники OnePlus Buds Z2. Если раньше гаджет дебютировал в Китае, то теперь он представлен на американском и европейском рынках, что для нас является большим плюсом. Но есть одно но. Цвет только один. Белый. Черный вариант обещан в следующем году. Я, если честно, не понимаю, что стоит выпустить сразу наушники в нескольких вариантах цвета. Зарядный футляр изготовлен из белого глянцевого пластика. Он имеет форму таблетки капсулы. Его размеры составляют 73 на 36 на 29 мм. Вес 41 грамм. Если посмотреть на внешний вид наушников, то они очень похожи на предыдущую модель, а именно OnePlus Buds Z. Однако есть ключевое новшество. Это, конечно же, наличие системы активного шумоподавления. Мало того, имеется режим прозрачности. Пользователь активирует его в том случае, если нужно услышать звуки окружающей обстановки. Я пользовался совсем недавно такой фишкой в Samsung Galaxy Buds Pro. Там автоматическое включение оставляет желать лучшего. Наушники OnePlus Buds Z2 имеют глубину активного шумоподавления 40 дБ. Итак, основные фишки наушников — это 38 часов автономной работы, водозащита, Bluetooth 5.2 и, как я говорил ранее, активное шумоподавление, а также стоимость всего $100 и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Первое, что стоит отметить, наушники являются долгожители. Каждая гарнитура содержит батарею емкостью целых 40 мАч. Она обеспечивает до 7 часов прослушивания музыки без включения активного шумоподавления. И 5 часов, если функция включена. Мало того, зарядный футляр имеет батарею емкостью 520 мАч. Следовательно, вы можете зарядить наушники еще 4 раза и получить общее время работы около 38 часов, что, на мой взгляд, достаточно неплохой результат в 2021 году. Поддерживается быстрая зарядка. 10 минут подключения к электросети через порт USB-C дает автономность, достаточную для прослушивания музыки в течение 5 часов. Но самое главное, на что обращает внимание каждый пользователь, это, конечно же, цена. На данный момент купить беспроводные наушники OnePlus Buds Z2 можно по лучшей цене, конечно же, на AliExpress за $72 со скидкой 30%. В Европе и США можно приобрести наушники за 100 евро и $100 соответственно. Конкурентов много, давайте посмотрим их. И так как всегда я захожу на e-каталог и воспользуюсь подбором по параметрам цена от 6 возьмем тысяч до 8. И мы знаем, что наши наушники, конечно же, без проводов, они имеют Bluetooth 5.2 и активное шумоподавление. 12 моделей. Это Huawei FreeBuds 4i, OnePlus Buds Pro, Samsung Galaxy Buds 2. На мой взгляд, конечно же, основные конкуренты — это Samsung Galaxy Buds 2. Как вы видите, стоимость данных наушников от 7 до 14 тысяч. Но что немаловажно, мы можем сравнить данные наушники и мы можем посмотреть, где наушники лучше, а где хуже, что очень и очень интересно. То есть вам не стоит как-то смотреть какие-то характеристики, пожалуйста, e-каталог все сделал за вас. Ссылочка на e-каталог будет в описании под видео. Теперь самое главное, для чего покупают наушники, это, конечно же, звук. В плане качества звучания особой разницы с моделью прошлого поколения, скажем прямо, нет. Так как конструкция не изменилась, а также за звук в OnePlus Buds Z2 отвечает 11-мм динамический драйвер. А как мы помним, в OnePlus Buds Z
10-миллиметровый драйвер. То есть огромной разницы вы не услышите однозначно. Звук сочный, яркий, без каких-либо проблем. Также наушники поддерживают протокол кодека AAC или SBC и работают со смартфонами, которые поддерживают Dolby Atmos, что позволяет добиться лучшего и более реалистичного звучания. Наушники обеспечивают функцию снижения шума при вызове с помощью 3 микрофонов и искусственного, конечно же, интеллекта. Минимальная задержка передачи сигнала составляет 94 миллисекунды, что позволяет использовать данную новинку для игр, что является большим плюсом. Производителям заявлена поддержка интерфейса Bluetooth 5.2. Это дает ряд важных преимуществ: улучшение контроля качества сигнала, меньшее количество ошибок при декодировании, более узкая полоса в диапазоне 2,4 ГГц, снижающая уровень помех, качественное звуковоспроизведение, пониженный расход энергии гарнитурами, возможность собрать аудиопотоки со всех доступных устройств. Да, вдобавок более высокая безопасность. Наушники также имеют защиту в соответствии со степенью IP55, то есть защита от пыли, отложений ее внутри, которые гарантированно не повредят функциональность наушников, и защита от струй под давлением с любых направлений. Грубо говоря, можно попасть под ливень, можно принять душ, и все будет в порядке. Наушники OnePlus Buds Z2 имеют встроенный датчик обнаружения ношения наушников. Когда вы достаете наушники из уха, воспроизведение приостанавливается. Когда вы одеваете наушники, воспроизведение продолжается. Для управления основными функциями OnePlus Buds Z2 используется, конечно же, сенсорная область. Она расположена на внешней стороне гарнитуры под рисунком с дизайном компакт-диска. При этом на своем смартфоне вы можете настроить функции одиночного, двойного и тройного касания сенсора для левой и правой гарнитуры. Ну что же, ребята, на мой взгляд, OnePlus, вообще компания, сейчас очень и очень хорошо себя чувствует. Мы видим, что она выпускает очень крутые смартфоны. Мы видим, что сейчас они выпускают очень бюджетные гаджеты, а наушники тоже достаточно неплохие. А компания должна удивлять своих покупателей, чтобы вообще ворваться в этот рынок, потому что сейчас на рынке наушников очень много конкурентов, и компания OnePlus делает это. На мой взгляд, $100 за данные наушники — это не такая большая разница. Вы должны понимать, что тут мы получаем активное шумоподавление, режим прозрачности, аккумуляторную батарею, которая действительно вам может предоставить очень много рабочих часов. Также мы получаем очень крутой дизайн и звучание, которое действительно заслуживает внимания. То есть вы должны понимать, что сейчас китайцы завоевывают мир, и в скором времени мы получим, что китайские компании будут в топе продаваемых смартфонов, наушников, гаджетов и так далее. То есть все идет к этому. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.